Привет, друзья! Заходите. Сегодня я вам покажу апартаменты площадью 41 квадратный метр. Это, по сути, евро-двушка, и это апартаменты под сдачу. То есть здесь постоянно будут жить разные жильцы. Это апартаменты, поэтому перепланировку можно было делать какую угодно. Можно было хоть здесь воткнуть по центру ванну, лишь бы вода от нее уходила. Изначально вот этих стен не было, то есть здесь было одно большое пространство, вот такое загибающееся туда за угол, и сзади был хозблок. Мы решили, что это квартира под сдачу, поэтому нужно использовать максимально каждый квадратный метр, поэтому мы разделили пространство на две зоны. Гостевая, где у нас кухня-гостиная и гардеробная со стиральной машиной, и приватная, вот за этой скрытой дверью, там у нас спальня и очень стильная ванна, я об этом расскажу вам попозже. Визуальная концепция вот этого пространства состоит из двух блоков. Это светлые стены, здесь они бетонные, но все равно светлые, и темный блок кухни, перетекающий в соседнюю темную прихожую. Кухня графитового цвета, здесь есть все для готовки. Она на самом деле очень маленькая, компактная, но полностью набита вот всем функционалом. Большая индукционная плита на 4 комфорки, посудомоечная машина, причем большая полноценная, шириной 60, мойка компактная, но за счет квадратной формы здесь в принципе все помещается. Смеситель с обычной горячей холодной водой и водой из-под фильтра. Она отсюда же выливается. Здесь также кухня немножко туда заползает. В принципе, мы каждый квадратный сантиметр этой квартиры использовали. Фартук — это вообще моя любовь. Это русская плитка «Эталон». Она нарезана вот такими узкими полосочками. Они, конечно же, очень кривые. Плиточники всегда на них ругаются, но мне кажется, что наоборот это фишка, потому что вот я был в Италии на фабрике, которая сотрудничает с плиткой Versace, и они специально делают всю мозаику кривую, потому что все ручное немножко кривое. Все, что делают машины, оно все идеальное. И, конечно же, ручная работа гораздо дороже. Так вот, назовем это ручной работой. Затирка белая, она выявляет как раз у нас вот эту мозаику, она делает ее более контрастной, и она смотрится еще более интересно. То есть, в принципе, это вот, по мне, это очень бомбическое решение. В одном проекте мы использовали ее вертикально, здесь она горизонтальная, и она и так очень классно смотрится. Меня постоянно спрашивают, что это за плитка, где вы такую красоту купили. Это «Эталон», это не очень дорогая мозаика, в принципе, всем рекомендую. Вся электрика у нас графитового цвета, и она очень хорошо ложится вот в общую концепцию такой монохромной цветовой гаммы. Белая или какая-то теплая фурнитура здесь бы смотрелась очень странно. Я напоминаю, что это квартира под сдачу, поэтому главная задача любого коммерческого, по сути, бизнес-проекта – это получить максимальную прибыль при минимальных затратах. Мы закладывали здесь инженерную доску елочкой. Это бельгийская елка, такая прямая раскладка, это не та маленькая елочка в сталинских квартирах, которая хрустит и всех раздражает. Это совсем немного другая эстетика, мне она очень нравится. Французская елка с острыми углами мне тоже очень сильно нравится, но в принципе здесь мы приняли вот такое решение. Так вот, в ходе реализации заказчик заменил инженерную доску на кварц-винил. В плане финансов это в несколько раз дешевле, и в плане практичности, потому что квартира под сдачу, мы знаем, как жильцы относятся к чужой недвижимости, они не жалеют ее, здесь могут ходить в каблуках, здесь могут что-то уронить. Так вот, кварц-винилом ничего не будет. По сути, это искусственный материал, это ближе к пластику, к линолеуму, и с ним вот вообще ничего не будет. Конечно же, он не такой теплый и тактильно приятный, как инженерная доска, но в практическом и в финансовом плане это, конечно, очень хорошее решение. И посмотрите визуально, как он, визуально его практически не отличить от натуральной доски. Смотрится очень классно. На этой части кухни вы не увидели духовой шкаф, потому что кухня у нас составная, она перетекает в коридор, и здесь есть два блока, входящие вот в остальную кухню. Первый блок — это две камеры холодильника, холодильная камера и морозильная камера. Это самое правильное, самое функциональное и объемное решение для хранения в холодильниках. И, конечно же, микроволновка и духовой шкаф. Внизу и сверху это уже просто элементы хранения. То есть, в принципе, у нас полная кухня, полностью функциональная и все, что нужно для приготовления практически любого блюда. Дальше у нас уже начинаются шкафы для хранения, консоль, на которую вы можете, заходя, положить сумку, пакеты, все что угодно, чтобы не кидать на пол, и зеркало над консолью, чтобы, уходя, посмотреть на себя, на свой внешний вид и поправить прическу. Квартира под сдачу, и, конечно же, нужно использовать каждую комнату для возможности здесь остаться спать. Поэтому диван раскладной,
И у нас получается 2 полноценные спальные комнаты, то есть можно пригласить больше друзей, чтобы они здесь жили. В этой квартире хотелось сделать какую-то цветовую фишечку, потому что она вся монохромная, графитовые, серые, белые цвета. И мы добавили везде, вот вы обратите дальше внимание, немножко розового пятна. Вот, например, здесь на картине вот есть такое фиолетовое вот это свечение. И оно потом прослеживается везде в каких-то мелочах в квартире. То есть вазы, подсветки и остальные элементы. То есть мы вот разбавили монохром ярким акцентным цветом. И я считаю, что это вот одна из именно визуальных фишек этой квартиры. Обратите внимание на стулья, в них тоже прослеживается вот этот розовый пыльный цвет. Наша цветовая фишечка. В приватную зону ведет скрытая дверь через вот эту большую бетонную монолитную конструкцию. Мы все покрасили декоративной штукатуркой, причем она объемная. Обратите внимание, то есть это не плоская намазанная, она имеет объем. И поэтому смотрится более брутально, более интересно. Я рекомендую покупать скрытые двери с вот таким металлическим кантиком. Он очень сильно продлит их жизнь, потому что если дверь будет обычная, покрашенная, то угол, скорее всего, у вас будет сбиваться. В таком варианте это будет самое такое вандалостойкое решение. И обратите внимание, что у двери инертные петли, и она открывается внутрь. То есть у нас нет ниши, у нас одна плоскость, которая смотрится цельно из гостиной, но при этом открывание самое удобное внутрь комнаты. По поводу зоны сна здесь особо даже и нечего рассказывать. Кровать, ночные лампочки, шина, ну, все, в принципе, очень стандартно. И самая вкусная фишка, ради которой вообще здесь будут люди снимать эту квартиру, я считаю, это, конечно же, вот этот ванный блок. По сути, это вот такой у нас кубик, встроенный в квартиру, который приподнят, потому что нам нужно было организовать инженерию, то есть отвод воды, подводка воды, вот это все идет у нас в полу. Плюс за счет этого мы сделали трап, поэтому если вода перельется, она удачно уйдет в канализацию. Мойка у нас вообще отдельно стоящая, красивая, то есть там все подведено из пола. В общем, это все смотрится очень инстаграмно, то есть вы можете здесь пофоткаться просто вот от души, поверьте. Ванна закрывается стеклянной перегородкой, то есть, в принципе, здесь можно еще сделать кое-какую шумоизоляцию. Конечно же, она будет не идеальная, но, в принципе, можно отгородиться. Душевая зона, она находится за вот такой стеклянной перегородкой, которая сверху, видите, кронштейном закреплена, поэтому она не особо-то и бухтит. Верхний душ, ручной душ. И вот эта красивая тоже стена, которая еще сверху подсвечивается из вот той щели. Вот это что у нас, как вы думаете? Конечно же, это полотенцесушило. Оно такое довольно стильное, интересное. То есть это, по сути, она очень горячая, кстати. Это вот одна палочка, на которой еще можно вешать полотенце. Ванна стоит перед окном, и это самое инстаграмное место в этой квартире. То есть вот вы можете здесь фоткаться, набирать воду с пенкой и с желтой уточкой. Посмотрите на этот смеситель, это просто какой-то восторг. Вот, ну, это как фишка. Вот я знаю, что Антонио Лупи любит вот такие формы брутальные. Здесь есть и ручной душ, в принципе, можно и помыться в этой ванной. Но, конечно же, для помывки, для мытья используется главный душ. Здесь, ну, это больше, наверное, ванну помыть. Я, конечно же, всем об этом говорю. Я говорил об этом в наших информационных выпусках, о том, о чем жалеют люди после ремонта. Нельзя делать туалет вот в таком пространстве, ну, потому что это просто супер некомфортно. Поэтому мы сделали туалет за дверью. Все. Она стеклянная, красивая, и там комфортный, уютный туалет, и вас никто не будет там смущать. Я хотел отдельно внимание обратить на эту стену, она фактурная, интересная, она образует рисунок, вот плитки все складываются в пазл. Испанцы очень любят вот такие природные мотивы, не знаю почему, вот именно это испанская фишка, итальянцы тоже, в принципе, копируют, и мне она очень нравится. И, конечно же, она особо эффектна, когда подсвечена сверху, то есть рельеф у нас еще сильнее становится акцентированным. И у нас получается вот это одно общее пространство. По сути, стеклянной перегородкой мы не разделяем ванны, а наоборот, как фишкой объединяем эти два пространства в одно вот какое-то интересное, сложное, двухуровневое. Но опять же, это апартаменты под сдачу, поэтому вы можете просто затестить на себе такой образ жизни, такой вид жилья, потому что многие отказываются, ни разу даже не побывав в такой квартире, а тем более не переночевав. Поэтому почему нет? Тестируйте. И та фишка, о которой я рассказывал раньше, здесь картина с фиолетовым тоном и вот это покрывало, оно тоже слегка такое пудрово-розовое, что продолжает вот наш мотив этого цвета через весь интерьер, потому что остальное все, ну, это брутальная бетонная стена с дверью, черные стены, там, белый натяжной потолок и вот этот
пудровые элементы. Я считаю, что это такая фишечка этой квартиры. Все потолки в квартире у нас натяжные. Обратите внимание вот на эту черную полосочку. Это теневое примыкание. Оно самое эстетичное, потому что если потолок прижат к стене, если это гипсокартон, то будут некрасивые черные наплывы. Если это натяжной потолок, то, конечно же, будет у нас какая-то вот маскирующая некрасивая лента, неровность. Вот такое примыкание, но это самое правильное, самое идеальное. И обратите внимание на вот эти черные точечки. Это сплинкеры пожаротушения, потому что это апартаменты, по сути, это коммерческий интерьер, и без них нас просто бы оштрафовали. Поэтому мы их вот так, такие элегантные дырочки засунули, и они ниже потолка, они выполняют свою функцию, и управляющей компании нет никакого основания до нас докопаться. То есть мы полностью выполнили свои обязательства. Там еще магнитная решеточка, она очень легко снимается, там можно прятать трансформаторы и доступ там, к необходимым частям инженерии за потолком. И, конечно же, вот такая накладная шина. Это самое бюджетное решение, накладные шины, но здесь у нас, опять же, повторюсь, коммерция, мы экономили, поэтому здесь она вот так и выполнена. Штукатурка со стен переходит на откосы, и для современного интерьера, наверное, это самый актуальный вариант дизайна, потому что вот эти белые красивые откосики оставьте все-таки для классики. Мне нравится, когда окна смотрятся цельными, такими интересными, минималистичными, и, конечно, вот черная штукатурка очень классно здесь смотрится. Подоконники из искусственного камня, это просто белый акрил, в принципе, они смотрятся стильно, интересно и выполняют полностью свою функцию. Радиаторы от застройщика, это самые бюджетные радиаторы, мы не стали заморачиваться, вбиваться и менять их, но заказчик отдал их в покраску, то есть буквально 4 дня, и у вас черные радиаторы, которые смотрятся уже совершенно по-другому и вписываются, вот они не светятся здесь такими вот белыми пятнами, некрасивыми, а в принципе растворяются в этой стене. Пол примыкает к стене очень простым способом. Здесь не стали вбиваться в теневые плинтуса, потому что в отличие от теневого примыкания потолка, теневой плинтус – это очень дорогая по факту история. Я расскажу, есть, конечно, очень бюджетные варианты, но они смотрятся бюджетно. Я на примере своей квартиры потом покажу, как я намучился и сколько я вбил денег в теневые плинтуса. Здесь гораздо более простое решение. Стена просто доходит до стяжки. Кварц-винил так идеально подрезан, что здесь минимальное примыкание, минимальная щель между стеной и кварц-винилом. И потом ее просто затерли герметиком в цвет кварц-винила. И получается такое очень простое примыкание. Это супер бюджетно и смотрится очень современно и классно. То есть вот в принципе, если нужно бюджетно сделать примыкание, вот вам решение. Монетизация сейчас не работает, поэтому если вы хотите поддержать наш канал и выход следующих роликов, то я под видео оставлю ссылку на наш Boosty. Будем вам благодарны за любую поддержку. Если вам есть что добавить, то обязательно напишите об этом в комментариях. Если видео было полезным и интересным, то обязательно поддержите его лайком. Оно так продвинется выше. У нас есть много всего полезного и вдохновляющего для вас в наших социальных сетях. Я оставлю на них ссылку под видео. Обязательно переходите и подписывайтесь. До скорых встреч. Пока-пока.